Я же все-таки довольно известный человек в мире моделиста. Ребята, всем привет! Вы на самом уютном канале о масштабных моделях Dasha Models, и я Даша. И сегодня я расскажу все плюсы и минусы самых крупных интернет-магазинов с масштабными моделями и расскажу про свой опыт покупок в них. А с некоторыми магазинами был довольно-таки пикантный опыт. Когда я только начинала заниматься моделизмом, я посещала офлайн-магазины сборных моделей. Думаю, это будет темой отдельного ролика. И я побывала лично, наверное, во всех подобных магазинах города Москвы. Среди них были и Техника молодежи, и Мир моделиста, и Плацдарм, и Hobby for You, который, кстати, недавно закрылся, и Арма, когда она еще жила в торговом центре на Черемушках и имела очень скромный маленький павильон. В общем, опыт закупки в модельных магазинах у меня есть. И даже было несколько забавных случаев, но это тоже в другой раз. И тут у меня случилось АВД головного мозга. Мне очень понравились модели Зилов, Мазов и КамАЗов, но первое время найти их было очень сложно в офлайн-магазинах. И единственный выход это было только найти их на сайте Ritmonex, который имеет, кстати, непосредственное отношение к АВД. У меня поначалу было недоверие к нему, и я попробовала заказать, и все завершилось благополучно. И с тех пор я стала их постоянным клиентом. Плюсы сайта: всегда есть новинки от АВД, что для меня очень важно. Приемлемые цены и довольно широкий ассортимент. Правда, пополняется он иногда с опозданием, и у них, кстати, есть система накопительных скидок, что тоже приятно. Но и минус у этого заведения тоже есть. Долгое формирование заказа. Они упаковывают вам заказ только в рабочие дни с понедельника по пятницу. То есть, если вы оплатили и оформили заказ в субботу, то соберут ваш заказ только в лучшем случае в понедельник и привезет его транспортная компания к вам только в четверг. А почты еще дольше. Своей курьерской службы у магазина нет. И сейчас на фоне конкурентов это, кстати, очень большой минус. И сайт у них немножко старый и не очень красивый, на мой взгляд. А теперь я хочу поговорить об относительно новом магазине масштабных моделей. Это Модельная лавка. Как вы могли заметить, я с ними дружу. Модельная лавка. В магазине Модельная лавка. В магазине Модельная лавка. В магазине Модельная лавка. Модельная лавка. Ну и критику мою они тоже не смогут избежать. Вначале о плюсах. Дизайн сайта, хоть цвета спорные, но в целом мне очень нравится. Ценовая политика умеренная, ассортимент богатый, хотя я все никак не дождусь появления у них прозрачных боксов для моделей. Они мне с моей коллекцией очень даже нужны. В лавке очень много акций. На некоторых можно неплохо сэкономить. Например, акция «Приведи друга» – это когда ты получаешь 200 бонусных рублей за первый заказ твоего друга. А если ты блогер и у тебя очень много друзей-моделистов, то несколько моделей, по сути, ты можешь получить бесплатно. Вот, кстати, мой промокод, по которому для вашего первого заказа вы получите скидку в 200 рублей, а я 200 бонусных рублей. И мне как раз немножко не хватает, чтобы купить очень дорогую модель. Также есть промокод Даша на скидку в 10%. И еще огромный плюс лавки – это возможность выбрать любимого производителя и получать скидку на ее продукцию до 25%. Так что, кто жаловался на цену АВД, выбирайте АВД как любимого производителя и получайте новинки со скидкой в 25%. А еще у магазина полно других акций. Но у магазина есть еще и минусы. У них нет собственной курьерской службы, так что вся доставка отдается на откуп Почте России, СДЭКу, Пони и прочим. Но отправляют они в день заказа. И в отличие от других магазинов в этом видео, вы не получите свою доставку в день заказа. Это большой минус. Также минусом является отсутствие предзаказов с плюшками, как это есть, например, у Я моделиста и Армы. Да, у лавки уже есть первый предзаказ на сушку, но на фоне конкурентов он выглядит довольно слабо. А я хочу в предзаказе хардкор, краски, фигуры, дополнения и прочие ништяшки. У магазина есть единственный эксклюзив – это Татра-экскаватор, и она есть действительно только у Модельной лавки. А дальше я хочу поговорить об Арме. Это магазин Мем. Собственно, этот магазин любят в социальных сетях. Вокруг Армы было много скандалов. Взять тот же случай с Ла-9 или якобы эксклюзивными правами на продажу Су-27 от Great Wall Hobby. Но, как говорится, все есть пиар, кроме некролога. По некоторым слухам, в социальных сетях имеет некоторое отношение к фирме «Звезда», но это только слухи, и эта информация не проверена. Но свежие новинки от «Звезды» у Армы всегда есть, и самое главное,
главное с прокачками по предзаказам. А предзаказы у них сейчас самые крутые. Кстати, у меня несколько месяцев назад выходило видео со сравнением предзаказов от Армы и от Я-Моделиста. И вы можете посмотреть его, чтобы более подробно изучить вопрос и узнать вообще, что такое предзаказ. У Армы мне очень понравились предзаказы. Например, у Шермана, Ил-2 и Зила пожарной цистерны. А цены на другие модели у Армы очень кусаются, а иногда расхождение может быть аж в 1000 рублей. Так что я вам посоветую выбрать вот такую стратегию и ее придерживаться. Если вам нужны новинки от Звезды, то выберите их по предзаказу в Арме, а другие модели и расходники в прочих магазинах. Например, в модельной лавке. Кстати, у Армы есть эксклюзивный контракт на реализацию моделей на территории России от фирмы Aerofix. У Армы есть своя служба доставки, и она действительно по Москве доставляет в день заказа. Только не на желтой ламбе, как в их рекламе, а пешим курьером. Еще я хочу рассказать о неудачном опыте закупки модели в Арме. Пару лет назад, когда выходил Искандер от Звезды, я оформила предзаказ, и через некоторое время мне позвонила девушка, сказав, что я могу приехать и забрать свою модель. Приезжаю я в Арму, тогда она называлась Armata Models, и мне говорят, что Искандеры по предзаказу закончились, и мне пришлось развернуться и уйти. Искандер, кстати, я так и не построила. А еще у Армы странный сайт, который меня часто раздражает. Гуляю я у них по каталогу, как вдруг мне в лицо сайт кидает огромный баннер с рекламой их предзаказа. И раз, два, и три, и хочется просто уйти с их сайта. А перед тем, как мы будем перемалывать кости следующему магазину, я хочу порекомендовать вам канал «Мясистый моделист». Автор канала Дима – известная фигура среди питерских моделистов, и поэтому у него на канале, помимо коробочек с танками, можно увидеть видео с выставок, мастер-классы и юмористические видео о моделизме. Так что после просмотра этого видео переходите по ссылочке в описании и напишите, что вы от Даши. Дальше под наш пристальный взор попадает Я-Моделист. У них недавно обновился сайт, и на нем стало немного приятнее находиться. У магазина довольно хорошая репутация в сети, и группа ВК без срачей и холиваров. Очень высокая клиентоориентированность. Был случай, в комментариях под одним из моих видео я увидела запись: «Даша, зачем ты рекламируешь мошенников?» И я выяснила у комментатора, о чем он вообще говорит, о каких именно мошенниках идет речь. И выяснилось, что он говорит о магазине Я-Моделист. И я тут же отправила информацию об этом комментарии директору магазина. И она тут же перезвонила гневному комментатору и решила этот вопрос. Кстати, у Я-Моделист тоже есть предзаказы, но по сравнению с Армой они довольно скромные, но пока круче, чем у лавки. Тут заметно отсутствие своей производственной базы, так как плюшки они кладут предзаказы от сторонних производителей, и цены на модели у них вполне умеренные. Есть у них своя служба доставки, и доставляют они тоже либо в день заказа, либо на следующий день. А в доставке работают интеллигентные дядечки в возрасте от 50 до 60 лет. Ну, по крайней мере, я видела только таких. Дальше под раздачу попадает Мир Моделиста. В основе своей они позиционируют себя как офлайн-магазин, но онлайн-бизнес у них тоже есть. Предзаказов у них нет, но есть своя курьерская служба. И был у меня один курьезный случай именно с этим магазином. Когда я делала ЗИЛ из вселенной метро, мне очень нужна была модель грузового контейнера, и я нашла его только в Мире Моделиста на данный момент. И сделала заказ, и мне тут же доставили модель в этот же день. А на следующий день мне звонит курьер с предложением пойти на свидание. Ну, вообще, это нормально. Они используют мои личные данные своих клиентов в личных целях. Я же все-таки довольно известный человек в моделистской среде, и меня, кстати, очень легко найти в ВК, Инстаграме, и я всегда всем отвечаю. И, в общем, я хочу поставить дизлайк Миру Моделиста за такую клиентоориентированность. А еще я пользовалась магазином Unimac. Это магазин больше специализируется на фабричных моделях автомобилей, но иногда на нем можно найти очень редкие наборы из смолы, которые почти нигде нельзя найти на других сайтах и магазинах. Доставляют они модели почтой, цены у них средние,
Обычный в целом интернет-магазин с очень оригинальным дизайном сайта. А теперь я хочу поговорить немножко о магазине Плацдарм. И в самый разгар прошлогоднего локдауна мне потребовалась деталь для моего аэрографа сопла и новая прямая игла. И я смогла найти в наличии это только в магазине Плацдарм. Я оформила заказ, но никакого подтверждения его оформления я не получила. Не было заказа ни в личном кабинете, ни на электронной почте. Прождала сутки, но так и не дождавшись подтверждения, я заказала нужное мне в другом интернет-магазине. И тут же в Плацдарме обо мне вспомнили. Да так, что мне аж 4 раза звонили и уточняли время доставки. А я все время говорила, что я отменяю заказ. Кстати, одно время у Плацдарма тоже были предзаказы с плюшками, но эта тема у них почему-то утихла. Вот такой у меня опыт взаимодействия с интернет-магазинами масштабных моделей. А у вас был негативный или положительный опыт покупок в подобных магазинах? Напишите об этом в комментариях. И какой магазин вы посещаете чаще всего? Мне, кстати, будет тоже очень интересно почитать. А я пошла делать очередную модель, и увидимся мы с вами в новом видео на следующей неделе. Так что до новых встреч. Пока-пока.